Урус. Руна, занимающая второе место в системе рунных знаков старшего скандинавского футарга. Вы могли встретить в интернете или в определенных книгах такую информацию, что эта руна занимает первое место в рунном строе. Эта мысль появилась после того, как один из авторов, рунологов, экспертов рун, выдвинул руну Урус на первое место. Еще есть один такой момент, связанный с этой руной, что почему-то многие привязывают эту руну к символу быка. Быка, пасущегося на лужайке, опустивший свою голову вниз, так как символ этой руны напоминает им рога. Я еще раз повторюсь, что привязывать любую из рун к какому-либо физическому объекту, с которым вы знакомы в сегодняшнем мире, в котором вы живете, будет неправильным. Точно так же будет неправильным привязывать руну Урус к быку. В целом, в интернете существует масса разных привязок руны к чему-либо. К знаку зодиака, к стихии, к какому-либо цвету, дереву, камню, минералу, что угодно. Я даже в одно время смотрел такой ролик, где автор каждую руну привязал к одной из профессий, которые сегодня существуют в нашем мире. Там даже звучала такая профессия, как консьерж. Я вас уверяю, если вы будете вязать руны к физическим материальным объектам, в вашем изучении в рунах будет полный тупик. Вы не откроете для себя всю ту силу, которой обладают руны. Поймите для себя одно, что руны описывают процессы творения, происходящие во времени. Стараюсь объяснить вам как можно более простым примером. Каждый из вас на протяжении дня испытывает жажду. Жажду, которая способствует тому, что вам нужно попить воды. Для того, чтобы вы попили воды, в элементарном стандартном случае вам нужно взять кружку, поставить эту кружку на стол, налить в эту кружку воду из бутылки. Перед тем, как налить воду из бутылки, вам нужно открыть пробку. Либо же просто взять кружку, подставить под кран, открутить кран. После чего вам нужно поднести эту кружку к вашему рту и выпить воды. Это есть процессы, которые удовлетворяют ваши потребности, то есть исполняют ваши желания. Вы не можете взять кружку и поднести ее к рту, перед этим не налив воды. Вы не можете с бутылки налить в кружку воду, перед этим не открутив пробку. Вы не можете подставить кружку под кран и отвести ее попить воды, если вы перед этим не открутите кран и туда не польется вода. Это и есть процессы, происходящие во времени. Я вам навел как можно более элементарный пример, который касается каждого из нас в повседневной жизни. Те же самые процессы происходят со всем, что вас окружает, с любыми вашими потребностями. Это касается всего, что важно и ценно для вас в этой жизни. Поэтому, если вы хотите правда понять, ощутить и в будущем использовать руны в своей жизни, не привязывайте руны к материальным объектам. Относитесь к рунам как способом управлять процессами в жизни. В предыдущем видеоролике я рассказывал про руну Фиху. Ранее я вам рассказывал о чистой руне. Чистая руна сама по себе не несет никакого конкретного влияния на что-либо. Она несет смысл того, что она чистая. Чистая не в том смысле, что она не грязная, а чистая в том, что на ней не отображен ни один из символов рунного строя. А первая руна рунного строя Фиху несет смысл того, что она зарождает новое. Она дает начало. Вот и руна Урус, вторая руна рунного строя, имеет свой определенный конкретный смысл в процессе творения, происходящего во времени.
И вот теперь давайте поговорим именно об этом. Итак, если руна Феху дала начало, зародила что-то новое, то руна Урус начинает преобразовывать всякого рода процессы, мысли, события. Она создает движение того, чтобы то, что было задумано руной Феху, начало материализовываться, создаваться в мире, окружающем вас. Вначале это прозвучит слегка сложно, но слушаем дальше, и вы все поймете. Давайте вернемся к схеме, которую я вам показывал ранее. На этой схеме руна Феху выглядела вот так, отображалась вот так. После руны Феху в порядке рунных символов идет руна Урус. На этой схеме она будет выглядеть вот так. К этой схеме мы с вами вернемся немножко позже, а теперь более подробней о руне Урус. Если первая руна системы рунных знаков это руна Феху, и она дает зарождение, начало чего-то нового, то руна Урус, она способствует преобразованию этого зарождения. Как пример, если бы вы сегодня жили в древнем мире, и вам нужно было бы построить дом, и у вас появилась бы эта идея, это была бы руна Феху. То есть руна Феху зародила бы идею о создании дома. Руна Урус способствовала бы преобразованию процесса, который бы подвел бы вашу идею ближе к материальному ее созданию. То есть руна Урус бы способствовала бы тому, что вы бы должны были бы определиться с местом, где вы должны были бы поставить дом. Ближе к лесу или к воде, ближе к горе или ближе к равнине. Руна Урус толкала бы вас к тому, что вам нужно было бы определиться, с какого материала бы вы хотели построить дом, какими инструментами бы вы его строили. Руна Урус бы заставляла бы вас продумывать все детали при постройке вашего дома, где бы вы брали все то необходимое, что бы пригодилось бы вам для подстройки вашего дома. То есть, после того, как у вас появилась идея, в вашей голове, в сознании и в вашем материальном мире, который вас окружает, начинают стягиваться идеи и все те необходимые инструменты и материалы, которые нужны для постройки вашего дома. Это и есть руна Урус. Она преобразовывает все необходимое, стягивая и сжимая в одну точку. В каком-то смысле она закручивает вихрь идей, мыслей и материально необходимых вещей, процессов, возможной помощи от каких-либо других людей. Вот эта руна Урус, если навести ее пример с идеей о постройке дома. Если понимать практику рун, магию рун, и использовать руны в помощь вашей жизни и при этом обратиться к руне Урус, то руна Урус поможет вам закрутить вокруг вас процессы, из которых вам нужно будет сделать выбор. А теперь давайте вернемся к схеме, которую я показывал немножко ранее. Почему руна Урус имеет именно это отображение, а то есть именно этот символ? Ранее я вам говорил, что Норны, это 3 богини древнего скандинавского мира, описывали 3 события во времени. Первое событие – это то, что есть. Второе – это то, что происходит. И третье – это то, что должно быть. В руне Феху и в руне Урус то, что есть, выглядит одинаково.
Если руна Фиху уходила двумя диагональными линиями вверх, тем самым давая начало образованию двух времен, то, что происходит и то, что должно быть, то руна Урус из времени то, что есть, имеет только линии во времени то, что происходит. То есть организовывает процессы, из которых нужно будет сделать выбор самого необходимого, самого нужного для того, что было задумано, преобразовано, рождено руной Феху. Если на данном этапе обучения вам где-то что-то непонятно, я уверяю, когда мы с вами затронем все последующие руны, вы поймете, почему все происходит именно так. Я стараюсь в максимальной удобной и понятной форме объяснять свое видение и понимание о рунах. Если вам что-либо непонятно, информация дается как-то сложно, пишите об этом в комментариях. Я постараюсь преподнести информацию в том виде, чтобы для вас стало все более понятно. Вы были на канале Фортусита, где я рассказываю свой рассказ о рунах.